Игровой геймпад для смартфона, который можно использовать в различных сценариях. Он имеет приятный дизайн, качественные материалы, удобные кнопки, джойстики, чехол для переноски, возможность использовать его как при прямом подключении к смартфону, так и по Bluetooth. Ко всему этому он имеет стильную ненавязчивую подсветку. Обо всем этом нам заявляет производитель в рекламе к геймпаду под названием Asus ROG Kunai 3. Притом я его купил до того, как купил, допустим, тот же Asus 6. Обзор на него уже был на канале, разумеется. Но как же на самом деле дела обстоят у этого геймпада и все ли так блестяще, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я решил приобрести штуковину, которая уже многим, наверное, не нужна. Либо кто уже поигрался, кто-то наигрался и кто-то перестал приобретать. Я купил у Asus смартфон, Asus ROG Phone 5 Pro, я его разбил, к слову, можете посмотреть обзор на канале. Второе, я купил наушники, про них, скорее всего, обзор уже был, возможно, не было. Если не было, то, скорее всего, будет, и будет, опять же, на канале. И третий момент, я купил себе вот такой вот джойстик. Джойстик стоит космос, как неплохой смарт, допустим, Realme Q5. Эта штука стоила дороже. Но это лирика. Сейчас, возможно, она стоит дешевле, возможно, ее раздают бесплатно, поэтому смотрим в описании и оцениваем для себя, хотим ли мы такую штуковину или нет. Комплект, как всегда, супер-мега блеск, красота, чехол со значком Asus. Там все нужно вытаскивать и разбирать. Эффект радости от разборки подобной штуки, конечно же, будет. Полезной нагрузки здесь не так много, коробка намного больше, с одной стороны. С другой стороны, может, это и хорошо, зато приятнее. Документация. Ну, никакого эко-эко, ощущаете? Сам, собственно, джойстик, который разбирается и крепится на что-то там. То есть, помните триггеры у игрушки этой Switch, которую я купил и в итоге так и не сделал обзор. Здесь триггеры, здесь два триггера, то есть 6 и еще два джойстика. Плюс крестообразный триггер. Здесь две кнопки, механические переключатели. Здесь получается суммарно еще 6 кнопок. Ну и на триггер, разумеется, тоже можно нажимать. Это фиксатор для джойстика. Сейчас посмотрим, как все это выглядит вживую. Пластик, не сказать, что супер мега топовый, но и дешманским тоже не назвать. Нормальный пластик. 204 грамма. Кабель, документация. Если эта штука интересна мне была в итоге, то, разумеется, вы увидите на нее обзор. Если она меня не будет радовать, то обзора на нее не увидите. Поэтому смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Не забываем, что я разыгрываю еще iPhone 14, смартфон OnePlus Nord N20 SE, помимо этого Poco M5s и еще и Tecno, великий и ужасный. Так что смотрим описание, смотрим ролики и участвуем. Перейдем же к аксессуару для игр. В продаже есть только одна черная расцветка данной модели, что в принципе не удивительно. Дизайн устройства стильный и выглядит геймпад внушительно. Изготовлен он из матового пластика, материалы тактильно приятные, качество сборки хорошее. Габариты в полной комплектации 154 на 110 на 66 мм. В мобильном режиме его размеры 117 на 106 на 40 мм. Вместе с чехлом бампером 260 на 106 на 37 мм. В комплекте мы имеем удобный чехол, кабель USB-C на USB-A, два контроллера, зарядный блок, чехол, на который крепится геймпад, и дополнительная рукоятка. Минус заключается в рукоятке, так как она не складная и в чехле не предусмотрено место под нее. С собой брать куда-либо данный чехол удобно. Он также может помещаться в карман куртки, если захотеть. Рукоятка сама по себе удобна, но так как ее нельзя положить в чехол, я ей пользовался минимальное количество раз. Остальные части довольно удобные в использовании. На корпусе Kunai 3 все стандартно для геймпада. К примеру, для сравнения вы можете сейчас наблюдать геймпад для Xbox и сам ROG геймпад. Мы имеем световой индикатор, два джойстика, ALPS, DPAD, 4 кнопки такие, как Y, B, A, X, два аналоговых левых триггера и два правых. Ко всему этому есть еще задние две клавиши, такие как M1 и M2. Из основных клавиш есть переключатель режима работы
геймпад с Bluetooth на кабель, кнопка просмотра, кнопка Home, кнопка меню и кнопка Rock. Контроллера, а точнее левый контроллер, имеет подсветку Aura с возможностью настраивать ее под свои предпочтения, или Aura, кому как удобней. А также в наличии есть режимы, такие как статика, пульсация, цикл и стробирование. На зарядной базе мы имеем разъем USB Type-C, логотип, краткую информацию и места для крепления рукоятки и контроллеров. В бампер-чехле имеется место под USB Type-C для прямого подключения к ROG Phone. Летим дальше. Я тестировал данный геймпад с ROG Phone 6. Подключить ROG Kunai я также пытался к другим смартфонам, но, к сожалению, у меня это дело не получилось осуществить. Возможные обходные пути есть, но просто без танцев с бубном данный геймпад не подключается к смартфонам другого бренда. Такой он локализованный. Использовать ROG Kunai, как вы могли уже догадаться, можно как устройство, которое крепится непосредственно к корпусу гаджета. В мобильном режиме контроллеры крепятся к зарядному блоку, и последний вариант с применением рукоятки. С использованием геймпада по Bluetooth соединению отклик минимальный. Играть очень комфортно, но мне удобнее пользоваться бампер-чехлом. Далее в ролике я вставлю небольшой пример отклика, летим дальше. Емкость аккумулятора производитель не заявлял. Есть информация только о работе времени в беспроводном режиме до 6 часов. По моим тестам время автономной работы приближено к заявленным, и на одном полном заряде его хватает на 5 часов 41 минуту. Полный цикл зарядки по моим тестам занимает 1 час 57 минут. Далее крепятся и снимаются контроллеры просто и удобно. В моем случае только бампер-чехол плохо налезает на ROG Phone 6. Джойстики LPC удобные, вдобавок они имеют доп-функцию нажатия на них. Кнопки нажимаются приятно с глуховатым щелчком. Использовать данный геймпад для шутеров лично мне неудобно. Но с другой стороны, мы все прекрасно знаем, что можно приноровиться, потому что многие люди вообще с клавиатур до сих пор играют. В мое время их называли трактористы. В Genshin Impact я не смог играть, так как, видимо, игра не поддерживает данный геймпад, что очень странно. К примеру, в PUBG или Asphalt 9 играть можно без проблем. В целом можно играть в различные жанры игр, что, разумеется, плюс. Но минус в том, что не все игры поддерживают его. Настройка кнопок происходит после нажатия в игре кнопки меню на геймпаде. Далее Bluetooth версии 4.2, что, разумеется, вообще не радует, и какой-то просто лютый эпичный фейл. Но во время использования геймпада проблем с соединением по воздуху у меня не было. Пример отклика вы сейчас услышите. The match is over, and the red team is in the lead. Минуса нет, места под бампер-чехол в боксе для переноски, как и для рукоятки. Также не во всех играх поддерживается данный геймпад. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забываем подписываться на канал. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок и телеграм-канал Пользограмм, в котором мы делимся фото и видео примеров тех или иных смартфонов. Резюмирую, геймпад Asus ROG Kunai 3 показал себя отлично, но только в паре с
ROG-фоном. Разумеется, если вы заядлый игрок в игры на смарте и у вас ROG-фон, то я советую к нему присмотреться, потому что по большому счету вам больше не к чему присматриваться. Это прям профовский девайс. От данной пары я в восторге. Каких-либо проблем во время использования не встречал. Весь функционал отрабатывает на все 100. Если, опять же, предположить, что у вас Asus, от меня девайсу однозначное да. С другими смартфонами я бы точно его не покупал. Не забудьте подписаться на канал, написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья!